Кошки живут рядом с нами уже тысячи лет, но до сих пор остаются одними из самых загадочных существ на планете. Каждый, кто когда-либо делил с ними дом, знает, они приходят и уходят, когда захотят, мурлыкают без видимой причины, внезапно застывают в позе статуи и смотрят в пустоту, а потом бешено носятся по квартире в 3 часа ночи. Мы привыкли считать их загадочными, но то, что наука начинает узнавать о кошках, оказывается куда более захватывающим, чем просто они странные. За последние десятилетия исследователи раскрыли множество секретов, которые меняют наше представление об этих пушистых соседях. Оказывается, кошки — это настоящие мастера невербальной коммуникации. Они общаются с нами не словами, а целым арсеналом средств: положением хвоста, наклоном ушей, морганием, положением усов. Но что поразительно, мяуканье, которое мы считаем главным способом общения, кошки используют практически исключительно для разговора с людьми. В дикой природе взрослые кошки почти не мяукают друг на друга. Этот звук предназначен для общения котенка с матерью. Взрослея, дикие кошки перестают мяукать, но домашние продолжают, потому что мы, люди, реагируем на этот звук. Каждая кошка со временем вырабатывает свой уникальный диалект мяуканья, понятный только ее хозяину. Исследования показали, что владельцы могут с точностью до 90% определить, что означает конкретное мяуканье, просьбу о еде, приветствии или недовольство. Но кошки гораздо умнее, чем кажется. Их мозг, хотя и меньше по размеру, по структуре удивительно похож на человеческий, особенно в областях, отвечающих за эмоции и память. Кошки способны запоминать сложные последовательности действий, решать задачи методом проб и ошибок, а также наблюдать за человеком и учиться у него. Например, они могут открывать двери, нажимая на ручки, или понимать, что определенный звук, например, звон консервного ножа, предвещает еду. Но есть и более удивительные примеры. В некоторых домах кошки научились пользоваться унитазом, нажимать на кнопки звонка и даже включать свет, прыгая на выключатель. Кошка — это не просто милое создание, а настоящий охотничий механизм, отточенный миллионами лет эволюции. Ее слух улавливает звуки в диапазоне до 65 кГц, человек — до 20, что позволяет ей слышать ультразвуковой писк мышей. Ее глаза обладают способностью видеть в условиях, где человек различает лишь смутные тени. На задней стенке глазного яблока у них есть особый слой, тапетум, который отражает свет и усиливает сигнал в 6 раз. А их усы, вибриссы, служат не только для осязания, но и для восприятия воздушных потоков, помогая ориентироваться в темноте и даже определять погоду. Но, возможно, самое удивительное в кошках — это их способность к социальному обучению и культурным традициям. Долгое время считалось, что кошки-одиночки не способны передавать знания друг другу, но наблюдения за бездомными колониями и даже за домашними группами опровергли это. Кошки перенимают поведение друг у друга. Например, если одна кошка в доме научилась открывать дверь, другие подхватывают этот навык, даже если их никто не учил. В дикой природе матери передают котятам не только охотничьи приемы, но и маршруты, знания лучших мест для охоты и безопасных убежищ. Это называется культурной эволюцией, и она свойственна не только приматам и китам, но и нашим усатым друзьям. Однако кошачье разнообразие не ограничивается только домашними породами. В мире существует около 40 видов диких кошек, обитающих на всех континентах, кроме Антарктиды. От крошечной ржавой кошки весом всего 1,5 г до амурского тигра, который может весить более 300 килограммов. Каждый вид — это уникальный результат приспособления к среде обитания. Африканские гепарды развили невероятную скорость до 120 км в час, их тело буквально создано для молниеносных бросков. Снежные барсы научились жить на высотах до 6000 метров, где кислорода вдвое меньше, чем на уровне моря. А манулы, пушистые обитатели высокогорных степей, имеют самую густую шерсть среди кошачьих, что позволяет им выдерживать морозы до 50 градусов Цельсия ниже 0.
У каждой такой кошки своя уникальная философия охоты и выживания, сформированная тысячелетиями. Даже среди домашних кошек, казалось бы, хорошо изученных, генетики обнаруживают невероятные открытия. Недавно было выяснено, что домашняя кошка — это не просто одомашненная дикая, а результат скрещивания нескольких линий — африканской степной кошки, европейской лесной и, возможно, еще одного подвида. Но что важнее, генетическое разнообразие среди пород намного шире, чем предполагалось. Например, породы с короткой шерстью и длинной, с окрасом и рисунком, имеют различия не только во внешности, но и в строении черепа, длине кишечника, даже в работе нервной системы. Исследования поведения кошек открывают новые горизонты и в психологии. Оказывается, что кошки способны к теории разума, пониманию того, что другие существа могут иметь отличные от них мысли и намерения. Это особенно заметно в играх. Кошка может намеренно делать вид, что не обращает внимания на человека, чтобы потом внезапно напасть или просто подойти, когда жертва расслабится. Этот маневр требует оценки состояния противника, а значит, сложного мышления. Стоит затронуть и тему кошачьей памяти. Кошки помнят события, место и людей годами. Известны случаи, когда кошки после переезда возвращались в старый дом за сотни километров. Это не просто инстинкт, они использовали карту местности в своем мозгу. Эксперименты показывают, что кошки запоминают расположение предметов и могут предвидеть, что произойдет, даже если их временно закрыть от объекта. Не менее удивительно и то, что кошки обладают способностью к самоисцелению. Их мурлыканье, например, не только успокаивает нас, но и имеет лечебный эффект для них самих. Частота вибраций мурлыканья от 20 до 150 Гц совпадает с терапевтическими частотами, используемыми в медицине для заживления костей, снятия боли и воспалений. Есть даже гипотеза, что кошки мурлыкают, чтобы ускорить восстановление после травм, и это может быть одной из причин их удивительной живучести. В мире все больше внимания уделяется сохранению диких кошек, ведь многие из них находятся на грани исчезновения из-за потери среды обитания и браконьерства. Но и домашние кошки требуют особого подхода. Их высокая приспособляемость порой оборачивается против них, когда они становятся инвазивными видами и угрожают местной фауне. Понять их биологию и поведение — это не только способ укрепить связь с ними, но и необходимость для сохранения природы. Возможно, самое поразительное в этой истории — не то, что кошки умеют и знают, а то, как долго мы их не понимали. Мы тысячелетиями жили с ними рядом, но только сейчас начинаем осознавать глубину их интеллекта, эмоций и уникальной культуры. Они не просто домашние животные, они наши партнеры по эволюции, древние спутники, которые многому научились, глядя на нас. И кто знает, какие еще секреты они скрывают за своим загадочным взглядом. Возможно, мы только приоткрыли дверь в их мир, и впереди нас ждут еще более неожиданные открытия. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.